Учительница младших классов мисс Эванс начинает беспокоиться о своей новой ученице, когда замечает, что девочка часто ходит в школу в грязной одежде и редко с кем разговаривает. Однажды она следует за девочкой домой и делает шокирующее открытие. «В этом семестре к нам присоединилась новая ученица», сообщила мисс Эванс своему классу. «Пожалуйста, поприветствуйте Кейт от всей души». Кейт съежилась на своем месте, когда класс поприветствовал ее. Очевидный дискомфорт девочки усилился, когда кто-то из учеников спросил, откуда она и почему она здесь. Мисс Эванс знала печальную историю, которая вынудила девочку поступить в их школу в середине учебного года. У нее защемило сердце, когда она увидела документы о переводе маленькой Кейт, и Эванс быстро отвлекла внимание других учеников. «Я уверена, что со временем мы все узнаем Кейт получше. Однако сейчас самое время для математики». Класс со стоном достал свои рабочие тетради. Кейт сидела очень тихо. Она опустила голову, так что волосы упали ей на лицо. Мисс Эванс присела на корточки возле стола новенькой. «Привет, Кейт. Я просто хочу, чтобы ты знала, что я всегда на связи, если тебе нужно поговорить. Менять школу тяжело, но я уверена, что ты скоро освоишься», — с улыбкой сказала учитель. Кейт взглянула на нее, и мисс Эванс увидела ее печальные глаза. Бедному ребенку пришлось так много пережить. «Спасибо, мисс», — прошептала Кейт. В конце дня они с Кейт остались ждать на улице, чтобы встретиться с отцом девочки. Вскоре к ним подошел мужчина. «Привет, Кейт», — сказал он. «У тебя был хороший день в школе?» Кейт кивнула и отошла от мисс Эванс, чтобы присоединиться к мужчине. «Вы, должно быть, отец Кейт?» — спросила женщина. «Я ее учитель, мисс Эванс». «Приятно познакомиться, мисс, я Стив», — ответил отец Кейт. Затем он повернулся к дочери и сказал: «Почему бы тебе не подождать в машине, милая? Мне нужно минутку поговорить с мисс Эванс». Кейт бросила на отца странный взгляд, но убежала к старому пикапу неподалеку. «Последние несколько месяцев Кейт пришлось нелегко», — сказал Стив. «Я был бы признателен, если бы вы присмотрели за ней». «Кейт перевелась сюда, потому что недавно умерла ее мама?» — спросила мисс Эванс. «С тех пор, как я переехал сюда работать, я виделся с Кейт и ее мамой не так часто, как хотелось бы», — пожал плечами Стив. «Я думаю, все наладится, когда мы снова привыкнем друг к другу». «Я уверена, так и будет», — улыбнулась мисс Эванс. «И не волнуйтесь, я сделаю все, что в моих силах, чтобы помочь Кейт освоиться. Она получала хорошие оценки в своей предыдущей школе, и я с нетерпением жду, когда она вернется на правильный путь». Мисс Эванс сдержала свое слово. В течение следующих нескольких недель она внимательно наблюдала за Кейт, и то, что она заметила, обеспокоило ее. Девочка часто ходила в школу в одной и той же грязной одежде. На игровой площадке Кейт сидела одна и игнорировала других детей, если они пытались вовлечь ее в свои игры. Мисс Эванс пыталась выманить ее из своего внутреннего мира, но девочка оставалась замкнутой до того дня, когда попросила мисс Эванс о помощи. Урок только что закончился. Все остальные ученики громко переговаривались, выходя из класса, но Кейт подошла к столу мисс Эванс. Она стояла, опустив голову и скрестив руки на груди. «Все в порядке, Кейт?» — спросила мисс Эванс. Девочка покачала головой. Она пробормотала несколько слов, которые мисс Эванс не смогла разобрать. «Говори громче, милая. Я тебя не слышу», — попросил учитель. «Я не хочу уходить из школы», — крикнула Кейт. Она подняла голову и посмотрела на мисс Эванс полными слез глазами. «Я не хочу уезжать с отцом. Пожалуйста, можно я вместо этого поживу с вами?» — спросила маленькая девочка. Мисс Эванс не выдержала, услышав отчаяние в голосе Кейт. Она придвинулась ближе к девочке и спросила: «Почему ты не хочешь вернуться домой к своему отцу?» Кейт обхватила себя руками и отвела взгляд. «Мне не нравится жить с отцом.
Я больше не хочу с ним оставаться. Я скучаю по своей маме и своей комнате», – прошептала девочка. В это время Стив появился в дверях и сказал: «Вот ты где. Я забеспокоился, когда не увидел тебя на улице». Кейт развернулась и попятилась от отца. Лицо Стива исказилось. Губы Кейт задрожали. Слезы потекли по ее щекам, когда она посмотрела на своего отца. «Ты знаешь, что я очень стараюсь быть хорошим отцом, не так ли?» Стив присел на корточки перед дочерью. «Сейчас тяжелые времена, но когда-нибудь все изменится. Вот увидишь». После долгой паузы Кейт вытерла слезы и подошла к нему. Мисс Эванс не была уверена, что делать в этой ситуации. Кейт явно была несчастлива, живя со своим отцом. Но было ли это вызвано ее переездом? Эванс подозревала, что происходит что-то еще. «Давайте выйдем все вместе». Мисс Эванс встала и протянула Кейт руку. Когда они добрались до парковки, Кейт вырвалась из рук взрослых и побежала к пикапу своего отца. «Я сожалею об этом, мисс Эванс», — сказал Стив. «В последнее время у Кейт был настоящий стресс, и она плохо с этим справляется. Я заметила, что иногда она приходит в школу в грязной одежде», — сказала мисс Эванс. Глаза Стива округлились, и он почесал голову. «Да, у нас были некоторые проблемы с водопроводом. Клянусь, я сообщил об этом домовладельцу, но пока никто не пришел починить. Кейт также очень любит эти наряды, потому что их покупала ей мама», — добавил Стив. После этого они попрощались, и мисс Эванс наблюдала, как их машина отъехала. Несмотря на заверения Стива, мисс Эванс продолжала беспокоиться о Кейт. Она больше не приходила в школу в грязной одежде, но теперь часто опаздывала и начала пропускать занятия. Однажды мисс Эванс заметила, что лицо Кейт было бледным. У нее были темные круги под глазами, и, казалось, она едва держалась на ногах. Мисс Эванс начала подозревать, что с Кейт что-то не так, и решила разобраться в этом. Она дала классу задание, чтобы занять их, и вышла, чтобы позвонить Стиву. «Привет, Стив. Это учитель Кейт, мисс Эванс. Я звоню, потому что заметила, что Кейт часто выглядит уставшей в школе», — сказала женщина. «Это потому, что нам приходится допоздна работать над ее домашним заданием», — ответил Стив. «Я работаю допоздна, поэтому не могу помочь ей с домашним заданием пораньше вечером». «Что ж, если Кейт так тяжело дается, то, возможно, лучше нанять репетитора. Я запишу номер телефона и дам его Кейт, чтобы она передала его вам», — предложил учитель. «Спасибо, мисс Эванс. Это очень любезно с вашей стороны», — ответил Стив. Позже, в тот же день, мисс Эванс собиралась закрыть класс, когда заметила на полу возле парты Кейт скомканный листок бумаги. Она подняла его и обнаружила, что это была записка, которую она дала девочке, с номером телефона репетитора. Мисс Эванс была в замешательстве. Зачем Кейт выбрасывать номер, если у нее были трудности с учебой? Она бросилась к окну посмотреть, ушла ли уже девочка. Вдалеке Стив и Кейт как раз выходили со школьной территории. Они шли пешком, и Стив нес рюкзак Кейт, держа девочку за руку. С этой девочкой было что-то не так, и сегодня Эванс точно выяснит, что именно. Мисс Эванс бросилась к своей машине и последовала за ними. Отец и дочь прошли несколько миль, прежде чем добрались до старого пикапа, который помнила мисс Эванс. Он был припаркован на пустой стоянке на окраине города. Стив открыл машину и положил рюкзак Кейт внутрь. Затем он просунул руку внутрь и закрыл окна. Когда он закончил, Кейт забралась в кабину, а Стив закрыл дверь. Он обошел автомобиль и сел на заднее сиденье. Мисс Эванс не понимала, что происходит. Вскоре Кейт появилась в другой одежде. В руках она несла одежду, в которой ходила в школу. Мисс Эванс наблюдала, как они шли в ближайшую прачечную самообслуживания. Мисс Эванс перешла дорогу и заглянула в окно. То, что она увидела внутри, заставило ее ахнуть от удивления. Так больше продолжаться не могло. Мисс Эванс достала из сумочки телефон и позвонила в полицию.
Сотрудники попросили заглянуть в машину Стива и покачали головами, увидев стопки сложенной одежды, подушки, одеяла и плюшевого мишку, лежащего на приборной панели. Было ясно, что Стив и Кейт живут в машине. «Это все временно», — сказал Стив. «Я потерял работу, потому что получил травму на фабрике, но скоро найду новую работу». В этот момент Кейт заплакала и сказала: «Мой папа принес мне подушку и моего плюшевого мишку, чтобы я была счастлива. Пожалуйста, не забирай у меня папу». «Никто не хочет разлучать тебя с отцом, дорогая», — сказал полицейский. «Но мы не можем позволить тебе так жить. Скоро начнутся холода, и вам нужно где-то остановиться, где вам будет тепло и безопасно». Затем полицейский обратился к Стиву. «Я собираюсь отвезти вас и вашу дочь в приют, сэр. Я помогу вам встать на ноги и позабочусь о том, чтобы о вас обоих позаботились». Стив и Кейт отправились в приют, а позже Стив был помещен в реабилитационный центр из-за производственной травмы. Тем временем мисс Эванс организовала специальную встречу для родителей в школе. Она объяснила им ситуацию, в которой оказались Стив и Кейт. Школа организовала сбор средств для них. Они собрали достаточно денег, чтобы снять скромную квартиру для Кейт и ее отца, и пожертвовали всю необходимую мебель и бытовую технику. Со временем Кейт превратилась из тихого и замкнутого ребенка в девушку, которая всегда улыбалась. Она стала лучшей ученицей в своем классе и получила полную стипендию для обучения в колледже. Дорогие зрители, как вы считаете, правильно ли поступила мисс Эванс? Поделитесь своими мыслями в комментариях. А если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.